Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале GвardUA, это рубрика «Комментирую игру моего подписчика», и сегодня у меня в гостях Топ Не Один. Привет, Топ Не Один, как у тебя дела? Привет, привет. Все максимально шикарно. Ну что, расскажи, как тебе обновление, как тебе патч этот вот глобальный, насколько тебе понравился он, особенно первые 3 дня? Первые 3 дня вообще были прекрасные. Можно было спокойно поиграть на фулбагах, поапаться. Классная штука, в общем. Да, да, первые 3 дня, когда богов сломали, ну, вообще шикарно, оперативно ребята работают. Не, на А. самом деле, нужно дать Не, им ну спасибо, должное. да, хотя бы за 3 дня пофиксили уже спасибо, а не в конце патча. Да, через 3 месяца. Ага. А они могли. Кстати, вижу, топ не сразу показывает, если что гоблинская монетка, она работает, но она приходит с задержкой, если что, на следующий раунд, и это только на первых 3 раундах, я заметил, работает. Да. Да, только на первых 3 раундах, чтобы нельзя было, допустим, на первом раунде 2 фигуры сразу купить. Да, ну я так понимаю, они это специально сделали, то есть это даже не баг. Ну, скорее всего, да, это специально сделали, потому что, как бы, если тебе 2 монетки так приходят на первом раунде, это слишком сильно, когда ты их берешь сразу обоих. Ну, если Не особенно тебе лучше. еще 2 человека, допустим, пришло, допустим, на втором раунде, тоже сильно выглядит. Да. Только сказал эти омник такой, сюда. Ага. Че, клевер не берешь Прекрасно, сегодня? прекрасно. Не, сегодня не хочу. Сегодня не хочешь, окей. Так, ну рассказывай, какой у тебя план на эту игру? Я, в принципе, знаешь, немножечко знаю, что будет, но давай сделаем так, что мы типа не знаем, что здесь будет, ты просто расскажешь свои действия. Ну, старт стандартный, раз еще и умник пришел, какие-то люди-мехи. А дальше по ситуации. Кстати, как тебе балансировка опыта? Насколько хорошо, насколько плохо? Что скажешь? Ну, немного непривычно, но, в принципе, не так уж, чтоб сильно и много чего дает. А ну-ка, Или скажи мне забирает. сейчас, а зачем ты сразу предмет второго тира рольнул? А там мне лук выпал этот. Я решил, ну его в баню. М. Арканцы еще хотел, наверное, взять, но решил скипнуть. И, наверное, все-таки зря было. Ну, да, судя по тому, что тебе лук упал. Ой, лук этот, что ты маску взял? Маска. Да. Маску ты сейчас никак не юзнешь, тупо мне тоже не нравится эта тема, когда у тебя она просто в инвентаре валяется, как бесполезный предмет, и ты такой думаешь, Да. ну, в принципе, окей, Что ладно. с тобой делать? Ну, пусть Да. лежит. Ну, сейчас цемку найдешь, в цемку закинешь, она сейчас как начнет дамажить. Конечно. Просто засолить тебе игру. А че, кстати, А. гоблина не взял? У тебя же приходили они. Да вот думал, брать, не брать, решил не брать. Я тоже смотрю цемку, думаешь, брать, не брать ее? Не взял Цемку все-таки. брать. Я так понимаю, ты И хочешь мехов поставить со старта. Да вот вроде как да, но вроде как нет. Все-таки решил воинов пока Мгм. поставить. Ну да, в принципе, хорошее решение, почему нет? Ну да, Потому что у тебя и Хусик маска есть. пришел, да, а потом я просто вижу, что у меня аж есть и Хусик, и этот дух в двойку. Что я мехов не впихну, лучше людей собирать. А вот рукавичку На мех- как ты пикаешь? Пришла, беру. То Почему есть не нет? смотришь, да, что у кого там на столе, просто берешь и все. Не, ну у кого-то-то явно будет, а так ты ж можешь на таких людей попадать на чужом столе, а ну как бы убивает, а монет не дает. Как бы ну, такое тогда, когда оно деньги не дает. Ну да, есть такое. Так, я так понимаю, Омника хочешь... А не убрал. Я думал, Омника уберешь. Ну просто чистый урон, как по мне, намного сильнее, чем Разор. Хотя у Разора больше Ну, не уешка. знаю. Ну, Разора, да, больше радиус, а так, чтоб Омник дамажил, надо еще, чтобы все в куче стояли. А это не так уж часто происходит, как хотелось бы. Я вот, Тем кстати, более там заметил, двое Абадона на часто лостриках остались. сидят. Вообще Да, это тебе прекрасно. вообще кайф. Если бы тебе еще сейчас мехи пришли и люди, это было бы вообще идеально. 2 чувака на лустрике. Я вообще Вот обожаю, когда на лустрике людей играют. хочется. Да, это хорошие люди. Я, Но не кстати... когда ты один из них. Ну да, там тебе придется тогда воевать за этот лустрик. Я, кстати, что-то мне из головы вылетело. Ты ответил по поводу вот этой реформы опыта? Ну как бы стало чуть сложнее, но не критично. Насколько ты считаешь, это хорошо или плохо все-таки? Нейтрально отношусь, скажем так. Ну, то есть ты не видишь, да, Просто там плюсы, минусы. как бы собирать стало сложнее, но это ж не так, чтобы слишком сильно это и роляет, как по мне.
Ну, для жезла Киры на самом деле идеально, кстати, сделали. То, что ты теперь на 10 уровне можешь еще на 4 уровне быть. Очень долго, грубо говоря. Это да, это хорошо, но как бы тоже. Там на четвертом ты не сильно много поролишься. Ну, все равно приятно. Ну да, приятно. 2 чувака на лустрике. Ну, кстати, рукавичку реализовал сразу. Тупо пришел Да. тебе орк-охотник, и ты сразу Плюс такой, опа, монеточка. плюс бабки. Делать деньги будем. Ну да, приятно, приятно. Что-то еще тебе такое... А, что тебе, как тебе новые реликвии? Расскажи. Ну, штука с яйцами работает чуть криво, но хорошая вещь. Это мы это еще увидим в катке. Даже спойлерну немножко. Мгм, мгм. Хаотичный договор, как Которая- тебе? Это который лустрик сохраняет, да? Лустрик либо Лустрики, винстрик? лустрики. Штука классная, мне понравилась. Полезная, деньги можно фармить. И сундук третьего тира, если 7 серию сделаешь. Тоже прекрасная вещь. А расскажи вот зрителям, как она работает. То есть, если вы, допустим, у вас есть или лустрик, или винстрик, если вам его сбивают, то есть с лустриком, если вы победили или с винстриком проиграли, серия у вас остается на том же месте, на котором была. И не пропадает, тому, кто сбил, денег не дают, если винстрик сбили. И процентажные за серии деньги капают. То есть очень прекрасная вещь. Но, кстати, вот этот момент, то, что у тебя есть огромный винстрик, и когда тебя убивают, то чуваку не дается денег, это прям вообще шикардос. Ну, это прям в действительности радует. Да, это радует, очень радует. Особенно если слил по какой-то там из-за того, что кто-то куда-то не туда что-то закастил. То есть Ну, например, так и Тинкер. как вариант, да. Или просто челу там как-то сильно повезло, и у него все куда надо полетело в каком-нибудь в керри. И все, как бы. Ну, допустим, у тебя герой дальнего боя, а тут Миранов 2 звезды тебе стрелу такая бах на все лицо, а ты такой... Да, и она ж ее вечно будет кидать с вечным станом, вообще прекрасная штука. Да, это да. Опа. Скилл. Естественно. Detected. Естественно. Пятый уровень, 2%. Да, 2%. Угу, угу. Конечно. Да. Люди, кстати, смотрю, тебе нормально идут. Люди... Да, вообще прекрасно идут. Пассивно. Но, конечно, то, что ему сделали... Вот, а ну давай. Вот, чтобы, скажем так, мое мнение, все уже так прекрасно знают по поводу того, что сделали с Monkey King и Антимага. Как ты считаешь по поводу вот их, то, что их сделали пассивными теперь? Полный бред. А вот почему? Не Давай ты. знаю. Вот я вот просто помолчу, я уже говорил 10 тысяч раз свое мнение, просто помолчу. Ты скажи. Сайленсами, думами, всем остальным никак теперь не законтрить. Зеркало работает на иллюзии, они палки и станы свои кидают. Это реально бред. Вот то, что зеркало, это прям в действительности, это вообще next level play. Просто ты кидаешь зеркало, теперь это зеркало оно не настолько бесполезно у них. Ты просто теперь это Ну да. зеркало хочешь брать, особенно в антимага. Ну да. Ну хорошо, хотя бы зеркало эти предметы не дублирует. Тихо, Это помолчи, хотя бы что. помолчи, не надо. Не надо. Но они хотя бы это продумали, это уже хорошо. Подожди, сейчас патч выйдет. Будет тебе продуманный билд. Надеюсь, так не сделают. Да, Очень да, надеюсь. да. Я тоже надеялся многого. Особенно сердце инсектоида во 2 уровне запихнуть. Угу. Да. Ну да. Фух. А вот ты говоришь, криво яйца работают. А, кстати, хотел момент добавить по поводу хаотичного договора. Насколько я правильно понимаю, то хаотичный договор, он сохраняет лустрик либо винстрик, когда у тебя только от 5 начинается. Правильно я понимаю? Нет, сохраняет всегда. То есть даже если у тебя один, он все равно его сохранит. Я просто что так сказал, потому что мне был в моменте на... У меня, по-моему, был 3 лустрик. И я чела случайно на жрецах переиграл, грубо говоря. Там чисто отхилка становился в щит жреца, у меня все отхилились на фул, и все. Опа, Мамора. Опа. Так, я понял. Ну ладно, давай перейдем дальше к хаотичному договору. И вот я его выиграл, и у меня винстрик пошел, понял? С хаотичным договором. Поэтому я так момент уточняю. Ты его провязал в том же раунде или заранее? Заранее. Тогда странно. Вот мне очень это интересный момент. Типа, какого так произошло. Это я не знаю тогда. Я просто знаю, если в момент, когда уже раунд начался, юзнуть, то оно не будет сохранять.
А так, если заранее, то это странно. Оно, по идее, не должно. Ну, по идее, да. Но тогда еще посмотрю, понаблюдаю. Но это было, когда боги сломаны. Я тогда это тестировал. Ага. Может, это была сломана как-то я... О, кстати, спасибо за людей, 11 раунд. Ну, в Да. принципе, Ну, пора. хотя бы пришли хоть когда-нибудь, уже хорошо. А что, уровень 6 будешь брать, не будешь брать? Да, люди сами его накапают. Да. Ну, В окей. принципе, выйти в 50 монет как-то приоритетнее. Мгм. А приоритетнее почему? Потому что ты думаешь, что у тебя стол слабее сейчас, чем у других? Да, в принципе, мне стол как-то меня мой устраивает вполне, даже если стрик собьют, как бы не сильно критично. А от Тем кого ты более он здесь там... опасаешься, как ты думаешь? О, не, Вот ну, в этот принципе, вот, да, вот оно. да, я понял. Ну, то, что там Остальные, в 3... принципе, 4. 4 на лустрике. Да, 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 да. Для тебя это вообще чисто формешка. Это да. Это Чисто приятно. кайфуешь в этой катке. Кстати, Стас я отличный. видел Да. много кто сейчас скидывает скрины о том, что типа играют через Вич-доктора на богах. То есть не через Лину. Точнее, Лина, она как идет доп-кор, чисто со своей способностью. Но сейчас через жезл Киры зачастую будет Вич-доктора и Хекс первого, Хекс тролля вот этого. Я не помню, как его зовут. Шаман, по-моему, зовут. Да, Как-то да, так, да. короче. Да, я понял. Ну, вот сомнительно, как по мне, Лина все же сильнее. Да, там как бы, если он попадет по скиллу Гримтача своим скиллом, что там много баночек закинется, то это приятно. Но как бы, если не попал один раз, то как бы и все, станов почти не будет. Ну да. Я Как бы вспомнил, как Лина зовут просто этого. надежнее. Я вспомнил, как зовут этого шамана тролля. Это Раста из Доты, точно. Я забыл за него. А, Вот, я про него говорил еще. Типа, я зачастую видел, как кидают скрины, типа, собирают в 3 звезды Вич Доктора, собирают в 3 звезды Расту, собирают Лину сверху и под Гримтача. В принципе, это а. звучит как бы очень сильно, особенно вот Раста, у которого 8 секунд как бы хекс длится на секундочку. И 8 Под- секунд КД. И 8 секунд КД. Под богами это будет 3 секунды примерно где-то. Да. Но и без Сильно. богов в тройку он спокойно всех... 1 на 1 его там никто не перебьет, потому что просто будет вечно в пингвине сидеть. Да. Да. О, Найс Мамора Баланс. работает. Да, вообще прекрасная вещь. Да. Берите Чисто- всегда. Чисто дефолтная тема с Маморой. А, Я до сих пор вспоминаю стрим, где у меня просто жрец... Сколько? 0 из 9, 10 раундов. Я такой, ну понял, ясно. да-да-да. Спасибо. Причем важный такой момент был. Так, Я ну тоже скажи... как-то... Да. Слушай, Да, договори, я, чтобы не перебивал уже мысль у твою. меня тоже Dragon Knight тоже в Маморе сидел, 8 из 9. А не, ладно, не 8 из 9, он не дошел до этого. Я его в 10 раунде с абузом Маморы закинул, и на 31-м раунде у меня было 7 из 9. На 31-м. 7 из 10 на 31. Ну, в принципе, нормально. Какой у тебя рекорд вообще по меморе? Вот это он и был. Вот это Я, он я и её был, да? просто не так уж часто ее пикаю просто, так что да. Понял. Что-то еще... расскажи про абуз Мамора. То есть если, то есть вот когда еще 10 раунд идет, и когда он еще не закончился, если успеть закинуть фигуру в Мамору, то когда начнется 11 раунд, уже есть шанс, такой же, как на всех остальных раундах, что она апнется. Так что там с 20-м, 30-м, когда ее берешь, если успеть, то можно заабузить. А то просто Это просили больше приятно. как бы информации вкидывать, поэтому я буду тебя иногда так вопросами закидывать. Хорошо. Так будет, скажем так, намного интереснее еще. Так, ну скажи, на В принципе, каком ты да. уровне планируешь ролиться? Стабильно, ну если вот, пока сейчас идет все хорошо, поэтому думаю до 9 качаться и там уже ролиться. А вот как ты А определяешь, ты- когда у тебя все хорошо, когда плохо, и когда ты начинаешь типа ролиться и все такое? Если вот у меня как сейчас идет хороший лустрик, или там я на какой-то аптечке сижу, то можно качаться спокойно себе в уровень, пока не станет все, пока тебя не станут сильно бить. Можно качаться там до 9, если получится до 10. Я А так смотрю, ну, если... нормально тебе пришло, да? Да, 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 понял. Мгм. да-да, Да, да-да, да. да-да-да. Ладно, да расскажи дальше. А если вот в процессе тебя уже сильно бьют, там ни сильного стола нету, то можно, в принципе, остановиться на 8 и на 8 ролиться, собирать сильный стол. Мгм, Как-то так. мгм.
Я так смотрю, ты не поставил 2 цвет и 2 омников. Намного сильнее же был бы у тебя стол. Да, пока что-то сомневаюсь, надо ли оно сейчас так или не надо. Я все-таки в этих синергию 2 троллей и этого духа верю побольше. Мгм. Я просто думал, что ты поставишь 2 троллей, 2 омников и 2 цвет. И тем самым у тебя же было бы... У тебя же 2 сердца инсектоида есть. Мог бы еще засунуть, типа, Да. ну, чуть-чуть бы перерождалось хоть что-то. Так можно, вот на уровне 8 так можно делать, потому что чтобы еще людей оставить. Мгм, мгм. Понял. Ну хорошо, смотрим дальше, как у тебя будет. Пока что я вижу, у тебя слишком все отлично. Да, ну винстрик сбили, но это не критично. Ну да, там боги-жрецы дефолтные, все еще думают, походу, что боги надо набузить, что они сломаны и все Да, такое. конечно. Знаешь, это Ну, как-то режим слоупока. А, Так у меня аж что-то бахнуло там. Надеюсь, это не было слышно. да вроде нет. Ну и шикарно. Так, ну скажи, доволен патчем в целом? Так сомнительно, но бывало и хуже, скажем так. Бывало и хуже. Я просто что так спрашиваю, потому что мне зачастую говорят о том, что я максимально недоволен каждым глобальным патчем и тому подобное. То есть мне абсолютно каждый патч почти не нравится. Ну, поэтому... Вот когда понерфят Эма и Манки Кинга, тогда будет все хорошо. Тогда Винстрик вопросов еще к ним не забрал. будет. Да? Ну там 5 такая. Но все равно, пятерочка-то Мелочь приятно. приятно. Да. А сейчас до сих пор не хочешь, да, цвет выставить? Да вот думаю сейчас, вот в принципе можно, вот да. Омника обратно дай. Омника отдай. Сделаем. Верну. Все хорошо. Все, шикардос. Вот. Так это, я говорю по поводу патчей. То, что они Манки Кинга понерфят, это будет хорошо. Но я думаю, это будет еще где-то через полгода. Я не знаю, кого они там слушают, где они берут эту информацию, кого как балансить и тому подобное, потому что, как по мне, они не слушают никого. Ну, я не знаю, кого они слушают. Вот что ты скажешь на этот счет? Ну, даже не знаю. Слушают, скорее всего, каких-то своих китайских игроков, или контент-мейкеров, или кого-то там еще. Скорее всего. Потому что других вариантов у меня нету. Но тоже, неужели китайские вот челики, которые играют, вот их контент-мейкеры, вот профессиональные команды, как они там говорят, что у них есть профессиональная команда тестеров, профессиональная команда, которая Да-да. занимается разработкой, балансом, Верим. оптимизацией. Да, вот они все, ну, я сколько раз им спрашивал, сколько раз предложения кидал, как же им плевать сверху. Но суть в том, что мне вот очень интересно, откуда они берут вот эти вот балансы. Это просто, ну, Непонятно. это мне просто интересно, даже если так, окей, они берут вот своих там игроков, контент-мейкеров, все такое. Вопрос, ну, китайские игроки, вам нормально играется? Нормально. Ну, кстати, чел Некра нашел. И Неплохо. в Марс их закинул. Интересно, а что в Марса Почему бы закинул? да? Да кто его знает. Ну, в принципе, без разницы, тут Не, как ну, бы ну так да, и так. в тройку фигур нету, но неважно. Ну, окей, так, яичко пришло. Но я смотрю, у тебя как-то слишком все хорошо. Ну, пока Пока что, ты чувствуешь да. свою мощь. Да. Сейчас еще выбить бы какую-то косу и забрать этот Винстрик 10. О, да. Может, тебе сразу Чтоб на щелка блюдечке еще всех... привалила. Можешь тебе Да. сразу на блюдечке еще Манки Кингов 3 звезды притащить, а? Берем. Берем, ну все. Пусть вот этот Такой челик, берем. который... Вот смотри, сейчас тебе придет коса, к примеру, и пусть он там сохранит себе винстрик побольше, чтобы ты взял 10 и сразу с одного винстрика просто себе 11 апнул. Ну, чтобы вообще нормалек. Да, он не доживет, скорее всего, до этого. Винстрик его. Кстати, не Сильно много обратил, денег надо. не обратил внимания, что у него там по столу. Что-то как-то разговорился А в там моменте за вот какие-то это... гоблины, мехи, что-то еще там к ним. А Коса. вот и коса. Итак, что возьмешь? Сомневался Коса, брать аптечка. Аптечка точно нет. Сомневался между рейдом и косой. Решил все-таки косу взять, раз есть винстрик. Такой Мгм. большой. Хочется забрать все-таки. Ну да. Это было бы вообще шикардос. Ждешь, я так 6 из понимаю, 9. Мамору. Конечно. Ну, в принципе, Антимаг в 21 3 раунд. звезды это сильно. Ну, это не имбово. Не. Да. Гоблины, мехи, пещерники, воины. Так, раз, два, три, четыре. 4 бога-жреца, но 1 бог-орк. Да-да-да. Сильно. 2 бота, И- походу, попались в самом низу.
судя по Ну, всему. может быть, вполне себе. Собирают непонятно что. Но они даже билды почти одинаковые. Ну, плюс-минус, да. Что скажешь по поводу вот этой вот новой реликвии, которая дает x2 мобов? Когда ее лучше стоит юзать, когда ее вообще лучше не стоит брать? В начале лучше не брать. А вот в лейте, чтобы на раунде на 35-м юзнуть, это прекрасно. Там столько насыпят. Там еще из 40-го Предметов. раунда сыпет, будь здоров. Да, из 40-го тоже насыпят. Но надо, вот момент хочу подчеркнуть для зрителей. На 35-м и на 40-м раунде вы должны уверены быть в своем стволе на 150%, потому что на 40-м раунде могут На 40 так да, на табло 40-м оторвать. На 40-м, да, там страшно. На 35-й, в принципе, достаточно простой. Я как-то, короче, у меня была одна катка, она без записи была. Я бычку случайно стартанул, короче, и поэтому запись не делал. Винстрик, Опа, кстати, сюда. опа! Ох, это приятно. 13 60. Вкусненько. И минер пришел. Ну ты же, конечно, не играешь на мехах. Вот тебе минер. Держи. Ну, естественно. Я так понял, у тебя все хорошо, и ты так думаешь, можно поролиться. Можно Время бороться, пришло. Да. Так, ну ладно, сейчас мы перейдем, как работают инсейки, когда ты уже полностью их соберешь. Но хотел сказать по поводу вот этой вот реликвии хаотичного. Хаотичных зверей, по-моему, называется. Вот. Рейд ночных зверей. Рейд ночных зверей. Короче, у меня была каточка одна. 40-й раунд. И вижу, мне падает рейд ночных зверей. Я такой... Берем... Кстати, бруда пришла. Отлично. И тайт, и бруда. Нормально тебе так сыпет, слышишь? 9 уровень, 3% на секундочку, алло. Хорошо ж. Так, месть ты ему сделал. Чисто Да. оторвал ему лицо. И правильно. Минус 20. Вкусненько. Так вот. Была у меня такая каточка, я бычку стартанул, все такое, на запись не делал поэтому. 40-й раунд, мне падает этот рейд ночных зверей, я такой думаю, ну, возьму. А у меня стол был, ну, такой, я на убийцах Сомнительный. катал. Да, и мы как-то докатили до 50-го раунда. 45-й раунд я затащил. На 50-м мне взорвали 5-ю точку так, что ну его... Элементарно, у меня просто ни маски не было, ничего, поэтому на 50-м раунде у меня 2 рошана было. Боже, это... Долбили меня. Ой-ой-ой. Кстати, почему ты вот не берешь инсектоидов самих, вот, коренных? Вот уже перейдем, кстати, сейчас к инсектоидам, извини, перебью. Перейдем к инсектоиду уже, объясним, как оно работает, все такое. Спокойно такой, грубо говоря, остановки. Вот. Я что заметил? Самое стабильное, чтобы у тебя инсектоиды много и хорошо сумонились, нужны 2 фигуры, которые 3 монетки стоят продажи, и 2, которые 4 монетки стоят. То есть, и их уже апать в звезды, чтобы нормально сумонились все. Беру одного фиолетового инсека, одного синего, вот змейку эту, и еще в двоих закидываю сердца инсеков. Как по мне, самое стабильное. Ну, то есть ты не берешь 4 врожденных инсектоида. Да, ну как бы зачем, когда есть сердца инсеков вместо этого? Ну, просто там же может рандомно тебе выпасть какая-то змейка, допустим, либо же Никса, у тебя Никса на столе нету, и, соответственно, некому будет перерождаться. Сейчас же инсектоид работает чисто от дубликатов, которые есть на столе, а не от самой дорогой да. фигуры. Ну, все равно, и так хорошо стабильно. Лина в 3 звезды с посохом жертвы 20 стаков. Богиня 24-й света еще в 3 раунд. звезды. Да. Нормально. Чтоб у меня такое всегда собиралось. Да-да. Умник в 3 звезды вылупился, спасибо, полезно. Не, ну там 1000 чистого, но в данном случае это Да. бесполезно. Хотя, Видел? подожди. Видел, не видел? Она апскилл Никса ваншотнула сама себя. Вкусно. Только хотел это подметить. А где Лина? Куда Лина делась? Вызовите Лину. А вот, Она кстати, взяла и сама себя шотнула. о, 89 скоро. 89. Скоро будет. Неужели рано вылупится? 25 раунд не прям не сказал бы, что сильно рано. Не, но все равно. Когда ты... Вот когда Ну ты да, собирал лучше, чем на фиолетовую 31-м. фигуру... Вот, смотри, когда ты фиолетовую фигуру собирал в 3 звезды на 25-м раунде примерно. Примерно никогда. Но на Вот. 30-м было дело. Ну, на 30-м, да, но вот на 25-м это, по-моему, слишком сильно. Ну, короче, я к тому, что Есть это такое. нормально. Да. Спасибо не на 40-м. Ага.
Вот. Я просто... Вот, кстати, хотел еще тоже момент. Я что за инсектоидов так заговорил, именно коренных инсектоидов. Я как-то просто играю немножко по-другому, понадежнее. Я очень редко играю на инсеках, и поэтому мне это интересно. То есть, о, сюда. Ха-ха. Да, Ну все, ребятки, готовьте попки. Сейчас именно. будет контент. Так вот, я играю просто немножко по-другому, играю более понадежнее. То есть я беру 4 врожденных инсектоида и просто одну фигуру дополнительно. То есть это же либо Monkey King, либо же антимаг. Лучше, конечно, и тех, но беру именно так, потому что если, допустим, та же змейка умрет, возродится Никс. Возродится Никс, или, например, Никс умер, возродится змейка трехзвездочная. Соответственно, змейки у меня есть на столе. Сдохла змейка, соответственно, возродилась фигура побольше фиолетовая, но тоже рандомно из 3. Поэтому я как-то больше лично на гарантию играю. Ну, Что это ты да, вообще ну, скажешь по этой теме? ну, тут надо это все досконально тестить, проверять. Ну, в принципе, и то, как по мне, то хорошо будет работать. Ну, в принципе, да. О, Гритер собрался там. Нормально. Но я думаю, это ему Да. не поможет. У тебя слишком сильный стол. Ну да. Ну, это Такое не бот, контрится, по-моему. как говорится. Ну да, так просто. У тебя еще и посох третьего тирата. Ну, тут поплава произойдет сейчас. Да-да. Тут вряд ли хоть что-то произойдет. О, Сильно? волшебное Сильно. зеркало. Че, яйцо в Манки Кинга и давай его на стол? Ну, конечно, конечно, конечно. 10 уровень еще сверху. Шикардос. Чел такой. А, не, я думал, ливнул. О, Импреска, не, ну приятно. так нельзя делать. Это уже называется, как Лариса Гузеева говорит. Дубликатов с предметами нет, конечно, это печально. Что от фу, цвет особо нету смысла. Ну Ну и так да, хорошо. да, в принципе, так оно и есть. Но, в принципе, если тебе какой-то придет, допустим, какая-то цепочка, либо же тот же обезоружь, ты просто в импреску закинешь, у тебя будет 3 Ну да, обезоружа. Всегда приятно. да. Так, а убрать не хочешь, да, там, допустим, каких-то минеров поставить Манки Кинга. Да вот думаю над этим, надо или не надо. Я, кстати, хотел Решил, спросить, что... Да. дубликаты, цвет на инсектоидов работают? То есть я имею в виду, вот смотри, как с перерождением. То есть если перерождение работает, боже, какая-то поплава. Ну просто, ну какой... Да. Ну, я сейчас просто выражу свою эмоцию сразу с этого. Какой хороший человек придумал то, что волшебное зеркало работает на способности антимага. Ты просто, ну просто 3 дурачка бегают, 2, которых без шмоток, 1 со шмотками, просто взрывают весь стол. О, А, адекватно. конечно. Так вот, дубликаты, цвет. Понял, У принял. инсеков не перерождаются. Они не перерождаются, но они учитываются, как, допустим, с перерождением. Вот, допустим, Никс умер, появилась трехзвездочная змейка, и вот дубликаты оригинала будут отталкиваться, допустим, от дубликата вот этого вот фиолетового. Вроде как да. Мгм. Но если перерождается, то, по сути, вроде бы как логично, что оно должно работать. Ну да, должно. То есть оно как бы само по себе живое, значит, должно работать. Мгм. Ну, то есть она идет в учет живых инсектоидов, грубо говоря. Да, должно Все, идти. все, тогда отлично. На самом деле у тебя почти идеальные инсектоиды. Что почти? У тебя идеальные инсектоиды. Еще чуть-чуть добавить Ну да. там пару Monkey King легендарок. второго в 2 звезды и нормально будет. Да, 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 да. Вот тебе, кстати, можешь потом предметы закинуть. Ого. Ну это... Бабах, Ого. бабах. Алло. Женщина, успокойтесь. А ну-ка, давай в Никса В Никса, давай Да, она тычку в него дала, к сожалению, Да, а не да, ульту. да. Но это было сильно. Грим в тройку, Лина в тройку. Очень сильно. 65 тысяч урона чисто нанесла молодая. Да. Что, как думаешь, как контрить будешь его? Просто вылупится какой-то Monkey King или МК, и она улетит. Только так. Я думаю, Особо там... даже контрить не надо. Ну, в Инсекты принципе, да. настолько слабая синергия, что даже думать не надо об этом. Ждешь Манки Кинга или все-таки в импреску? Я Ага. жду все-таки Monkey King. Скорее. Кстати, мог бы и импреску поставить еще, кстати, и мог бы поставить эту цветочку, в принципе. Можно, но все-таки 2 минера поинтереснее будут. Ну да, в принципе, физический урон неплохо зайдет.
Так, МК Да. бьет... Гриттер пришел с Манки Кингом. Ну да, тут еще куча героев, я смотрю, без маны, поэтому тебе немножко плохо. Ну, а как бы вообще плевать. Не, два антимага в 3 звезды, Манки Кинг в 3 звезды. Полуплялись, как бы, и все. И конечная. Да. Будешь какие-то вообще предметы видишь по игре? А, кстати, а что ты сердце не закинул, допустим, того же минера? Что в импресску? МПСка поинтереснее, по мне, будет все-таки. Хотя тоже сомнительно. Кстати, а что Минер я смотрю тоже есть. на скиллухе? Да, нормально. На 9 уровне нашел себе этого шаманчика. Шамана. Он еще 4 яйца. Ну, с реликвией, ладно. Тогда не считается. Да, тогда не считается. Но, в принципе, на самом деле, тут ситуация сейчас такая двоякая. Если хороший тебе Манки Кинг вылупится и начнет ее держать вечно лину в стане, то будет хорошо. Если же не вылупится, то как-то все печально. Надо какой-то да. деф. Что думаешь? Ну, сейчас вот с моба выпадет серый предмет, рольну на синий. Найти что-нибудь полезное. Из полезных, что Будет. думаешь против такой лины? Гиперстон, шарбезны, все всякое такое. Яйца, кстати. Шикардос. Это отлично. Сейчас Вот, Манки кстати, Кинга вот можно... вот сейчас будет видно, вот, после юзания реликвии, яйца начинают нормально сыпать в следующем раунде. То есть, когда Мгм. уже 9 раундов в яйце останется. Потому что оно плохо как-то считает, и только потом гиперстон приятно. Да, это очень приятно. Но вот, а что ты не взял, допустим, обезоружь? В импресску бы закинул, было бы неплохо. А безоружие тоже хорошо, но я думаю, в антимага все-таки больше верю. МПС она сильно быстро умрет. Не, я к тому, что просто обезоружь накинется же на Лину, и Лина будет стоять немного чилить. Не поверил, да? Может, я не поверил, да. Понял. Это просто как вариант, я так накидываю, чтобы и было и Ну зрителям да. как бы немножко, как бы, чтобы вариативность их разбавить, что просто можно не топорно идти в какой-то определенный билд, а именно вот разнообразивать, придумать какие-то сборки. Просто у тебя есть 2 импресски, получается, у тебя было бы 6 импрессок с обезоружием, если я правильно посчитал. Нет, ну-ка там 3 только будет. А вот эта, которая цветка фиолетовая появляется, наша разве способность не юзает? А способность, которая еще спавн цветок, нет, не юзает. Их всего с одной 3, получается. С 2 6. С 2 6, а получается третья, которая появится с фулбафом, Да, нет. нет, их всего по итогу 6, вот, кстати, яйца начали сыпаться. Да, вижу. Ну, то есть... Подожди, смотри. Оригинал юзает иллюзию, и появляется еще с синергией цвета еще одна. С дубликата также самое появляется Да, иллюзия и еще одна. Итого с одной импресски получается 3 импресски с предметами. Ага. Да. Не 6, только Нет, 3. с одной только 3. Интересно. Что-то как-то... Кстати, Манки Кинг 3 звезды, понял, принял. Ну, яйца, все дела. О, Кастанула, она умерла. а чё она появилась в середине? Я как-то что-то момент этот пропустил. Он блинк на нее поставил, кольцо. Гений. Ага. И в самую гущу событий она тэпается. Просто, какой же ты... Но на самом деле тут и так было, скорее всего, МГГ. Ты элементарно мог даже перекинуть все предметы с этого Мантимага, Манки Кинга, и все, было бы Ну Ривидеричи. да, и все. Типа вообще плевать было. Так, ну я тут на Максимально паузу всё просто равно на поставил, всё. если что, поговорить об Да. этой теме. Но, на самом деле, если бы ты сейчас антимаг у тебя не затащил бы, допустим, ты бы, я 100% уверен, перекинул бы в Манки Кинга, потому что Манки Да. Кинг бы просто в стане бы ее держал. Да. Очень балансный стан. Максимально балансный. Что ты вот хочешь добавить по инсектоидам в целом? Вот, скажем так, подвести итог. Что ты вот по ней думаешь? Насколько она балансна, насколько она легкая, насколько сложная и тому подобное. Подробненько. Если хорошо приходят фигуры, то есть хотя бы просто 4 антимага, 4 Манки Кинга, то как бы это все, это, скорее всего, конечное для всех в лобби. А вот по Если поводу... там не вылезет какой-то шторм-шаман в тройку с посохом жертвы. Ну да, ну в Да. принципе такого шамана тоже можно будет законтрить. В Так как теории, сейчас да. Silence не работает.
В теории, да. Но все-таки там поляна, там куча урона, даже с учетом того, что Сайленс не работает. Так что шансы есть. Ну, Нужно вот я просто просто какую-то сегодня взять выкладывал. очень много сплэш урона. Ну да, там, кстати, вот Monkey King то же самое, можно ему Battle Fury закинуть, либо что-то еще, и там тоже будет Да, много вот сплэш что-то урона. такое, да, и тоже хорошо будет работать против инсеков. Я просто что говорю, потому что у меня сегодня каточка была на канале выложилась, там, где у меня дизраптор в 3 звезды ранний, и меня чел просто закрыл морскими и шаром бездны. Это да. И Это там урона было под посохом 20 стаков вообще. Сам понимаешь. Это да. Вообще плевать было. Но там у него и чисто скилл был, потому что он на 8 уровне почти себе его в 2 звезды наролил. Ну как почти. Он его себе потом на 9 просто в 2 звезды сделал. Было весело. Нормально. Да. Так вот, что ты скажешь мне по поводу вот предметов в инсектоидах? Как ты вот предметы распределяешь и тому подобное? То есть ты топор найдешь в сердце, вот ищешь сердца, да, в меновых персонажей, Да, допустим, Манки Кинг, Антимаг. А вот дальше твои да. действия. Ты что-то еще ищешь, допустим, или как? Я имею в виду, сердца добавляешь или хватит? Ну, сердец, в принципе, 2 хватает. Можно, если вы в 3 каких-то сильных керри, можно и 3 взять. 4 как будто много уже, перебор. Лучше оставить какую-нибудь ту же змейку или кого-нибудь еще. Как-то так. А вот насколько ты А думаешь, что инсектоидам нужно, чтобы были изначально инсектоиды? Вот, допустим, у тебя есть 4 сердца инсектоида. Что ты скажешь? Нужна ли в целом оригинальные, ну, вот, истинные инсектоиды, нужны тебе или нет? Скорее нет, чем да, но такое все. Очень повезет, не повезет, как бы от этого что же зависит. Вылупится тебе стандартный инсектоид или тот, кто с сердцем. Так что если тебе хорошо вылупляются, то как бы можно и не брать даже. Ну да, там уже полный рандом будет. Да. Какой ты видишь вот идеальный билд на инсектоидах? Вот примерно вот такой, как на экране, только еще Манки Кинга и Антимага еще по одному в 2 звезды, чтобы они пожирнее были. И вот что-то примерно такое. А орка-жрецов не видишь в этом билде? Они тоже подходят, тоже хороши, но какие-нибудь Манки Кинг, Антимаг, Тайд, кто еще из таких хорошо туда встанет? Шторм Шаман тоже, по-моему, лучше встанет. Но это леги, их, конечно, найти сложнее, тут не спорю. А так, с четверок, ну, в принципе, да, Орк-жрец тоже хороший. Мгм. Тоже отлично подойдет. Если какие-нибудь тоже антимаги и манки кинги не падают, просто отказываются. Ну да, кому-то падает, кому-то нет. Допустим, как у Да. тебя вот. Нормально, чисто. Не, ну Мамора, то, что тебе принесла его на 25-м раунде в 3 звезды, это прям сильно. Очень сильно. Да, это приятно было. А вот по поводу инсектоидов, что в целом скажешь? Как тебе эта синергия? Я А, хоть и спрашивал, но все равно вот подвести итог чисто. Б-баланс. Б-баланс. Коротко и ясно. Можно, конечно, сказать по-другому, но мы с цензурой разговариваем. Да. Ну, в целом, что? Реально подвести по инсектоидам больше и нечего, по этой катке тоже особо больше подвести нечего, потому что как бы тут и так все понятно было. Ну, слишком сильно, слишком балансные инсектоиды. Вот это вот сердце второго тира, это вообще, я не знаю, это какой-то, ну, Для профессиональная кого-то команда придумано. разработчиков. Да. Да-да. Инсеки были слишком слабые, слишком сложно было, видимо, сердца найти. Ну да. Там Поэтому разраб такой решили сидит и апнуть. думает такой, я эту сборку сделал для себя, поэтому я ее буду бафать. И антимага с Манки Кингом. 100%. Ну, конечно. Я вот на самом деле, знаешь, так подумал в моменте. Раз они сделали им такие пассивки, то сделайте их просто 5-го тира уже, этих героев, и все, тогда это будет адекватно. Реально адекватно будет. Это да. Но когда они в 4-м тире, ну, извини меня, ну, Это перебор. Да. слишком. Слишком перебор вообще. Ну, в общем, что ты хочешь сказать зрителям? Будем заканчивать, потому что реально по инсектоидам уже как бы и добавить нечего. Не, может, ты, конечно, знаешь, что добавить? Добавлять больше нечего, как будто бы. И не играйте на инсектоидах, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. И слеза на глазе такая. Да. Знаешь, Дайте людям играть на нормальных билдах интересных. то есть не пикайте антимагов, не пикайте инсектоидов, не пикайте Да. манкикингов, дайте жить. Темная сторона силы и так сильна. Дайте светлой стороне Да. поиграть.
Дайте тут ещё рыцарям смешная- пожить. Да-да, и тут нужна где-то вставочка с моей фразой «играйте в свое удовольствие» и мой средний рейтинг. Тут надо скриншот влить, там, где у тебя С сколько прошлого сезона, поражений. Да-да-да. Сколько топ-7, топ-8 подряд, средний рейтинг там 4,3 был. Чисто Игры на решил контент. разнообразить игру. Ну, Да-да. играйте в свое удовольствие, ребят. Рейтинг 4,3, 200 каток. Да-да-да-да-да. Фух. В общем, получилось классно, мне понравилось. Тебе как получилось? Понравилось. Отлично получилось. Ну, шикардос. В общем, наши зрители скажут, соответственно, в комментариях, как им понравилось это комментирование, как в целом каточка прошла. И не забудьте поставить свой лайк, ребят. Обязательно ставим свой лайк, потому что ваш лайк помогает ролик продвинуть в тренды, в рекомендации и так далее, и так далее, и так далее. Дальше вы все прекрасно сами знаете. И подписываемся на YouTube, потому что скоро 2000 подписчиков. А еще есть у меня телеграм-канал. Он закреплен в описании под видео, в комментариях под видео и на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем пока. И топ-не спасибо тебе за то, что поучаствовал. И тоже тебе пока-пока. Пока-пока.